Добрый, рада вас видеть на канале Рахнафурсе. Как видите, за окном теплая весенняя погода, но мы в режиме самоизоляции. Понятно, что большинство отправок у нас отменились, в основном по техническим причинам, потому что поезда просто перестали ходить. Но жизнь на нашей ферме, понятно, продолжается, пауки линяют, растут, дают потомство. И, понятно, мы сейчас в это время больше уделяем внимание нашему YouTube-каналу. Ну, я думаю, вы сами заметили по количеству видеороликов, которые мы выложили в последнее время. Хотели специально показать баночку с экзувиями. Это, конечно, не все экзувии, которые перелиняли в последнее время, потому что более крупные у нас находятся в другой коробке. Но зачем мы, в принципе, это показываем? Мы это показываем по одной из простой причины. У нас есть виды, которые, ну сказать, очень похожи друг на друга. Вот. И есть у нас и один вид, и другой. И понятно, у нас есть возможность сравнить эти виды, сравнить самок, самцов, посмотреть экзуи. Поэтому такой цикл видео мы, в принципе, готовим. И первоначальные, как бы, уже наброски вы увидите в ближайшее время. Но сразу скажу, что, понятно, это не главная наша тема сегодняшнего видео. Мы поговорим о немного других вопросах, о тех, о которых мы вам обещали в предыдущих видео, и мы исполняем свои обязательства. Обещали мы вам сравнение пауков Терафоза стирмия и Лазиодора парахибана. Понятно, что Терафоза стирмия это не самый дешевый паучок. Вот. И для многих арахнокиперов, особенно начинающих, понятно, завести его достаточно тяжело в финансовом плане. Да и, в принципе, предложений на рынке достаточно мало. Вот. А учитывая, что сейчас российский рубль сильно потерял свои позиции или частично девальвировался относительно доллара, то, понятно, сейчас и цена уже становится очень сильно кусучая. Вот. Поэтому часто хотят завести большого паука, соизмеримый с размерами с терафозом. И, понятно, один из самых таких бюджетных вариантов и в то же время достаточно крупных — это Лазиодора парахибана. Поэтому у нас есть тоже Лазиодора парахибана, взрослая самка, 24,5 см в размахе лапана. Напоминаю, размах лап — это когда надо вытягивать вот эту конечность сюда и заднюю сюда. Вот, поэтому, понятно, сейчас померить большого смысла не имеет, потому что размеры будут сильно отличаться. Вот. Сразу скажу, что еще одно из очень сильных отличий — это то, что, видите, брюхо наполненное не полностью, они гораздо сильнее отъедаются, они отъедаются иногда в 3 раза крупнее, чем сейчас. Вот. Но это выглядит не очень естественно, поэтому фактически он сделан так, как паук фактически сразу же перелинял. Вот. И какой он сразу после линьки. Вот, кстати, давайте посмотрим, да, на хелицеры, потому что сразу такой вопрос, какие же они по размерам. Вот такие вот. Не забывайте, это клыки. Вот. Это у нас у терафоза, ну и у парахибана. Вот, поэтому, если, конечно, денег не очень много, тем более самки, в принципе, парахибан достаточно недорого продаются, вы всегда можете пополнить этим видом свою коллекцию. И, ну вот, например, сейчас цена, даже у нас самки парахибаны, она где-то около 1300 российских рублей. Поэтому, понятно, это цена, которая фактически любой арахнокипер может себе позволить. Какой еще достаточно крупный вид?
это, конечно, акантоскурия геникулята. Этот вид интересен очень многим, по многим параметрам, потому что, понятно, он крупный, потому что у него особая окраска, но и также его интересное поведение в плане агрессивности, потому что, в принципе, геникуляты настолько не боятся вообще любого пищевого объекта, не бросаются, можно сказать, на все, что движется. Вот. И иногда, просто интересно, когда они достаточно молодые, и им скармливаешь пищевой объект соизмеримо, иногда гораздо даже больше своих размеров. Сразу скажу, я это не пропагандирую, потому что, в принципе, лучше всегда давать объект за 2 раза меньше размеров паука. Вот здесь акантоскурия геникулята. Сразу скажу, что у нас не максимальных размеров самка. У нас сейчас есть 2 крупные самочки, больше этой. Но, к сожалению, за неимением, как говорится, лучшего, мы вот покажем эту молодую самку, не максимальных, еще раз подчеркну, размеров. Вот. А уже когда полиняет 2 очень старые самочки, мы, конечно же, вам покажем. Ну что, посмотрим тоже на хелицеры. Вот такие вот клыки у понятно, что в случае укуса механическая травма достаточно серьезная, поэтому, конечно же, в любом случае лучше с этими видами сильно не шутить. Вот. Ну что, это о том, о чем мы с вами обещали, но это не все. Мы еще хотели вам показать. Вчера мы забирали кокон у Хистерократос Hercules и хотели вам кое-что про этот кокон рассказать. Ну что, убираем. Как вы видите, кокон был удачный. Вот. Кокон у взрослой самки адультной, достаточно уже старой, около 7 лет ей. Вот. Как вы видите, огромное количество нимф 2-го порядка. У нас был кокон с численностью более 260 штук. Вот. Интересно, сколько будет этот. Ну вот, количество нимф вы видите. В принципе, мы об этом и хотели вам показать, что коконы у них достаточно бывают крупные, с большим количеством паучков. Вот. И как они выйдут, как мы узнаем точную цифру, мы, в принципе, вам осветим. Сейчас у нас в инкубаторах около 6 коконов. Я надеюсь, в ближайшее время количество их еще вырастет. Нас просили сделать видео и показать различия нимф 1-го, 2-го, ну и у тех, у кого есть нимф 3-го порядка. Поэтому, в принципе, наверное, в ближайшее время мы это сделаем, если, в принципе, будет интерес у нашей аудитории. Поэтому, если вам интересно, обязательно пишем. И еще, у нас есть небольшой план, который мы хотим реализовать. Если такой вариант вас устроит, у нас часто задают вопросы, которых достаточно сложно писать ответ на канале, и тем более повторяющийся вопрос. Вот один вопрос нам фактически задали уже 4 раза за 1 месяц. Вот. Поэтому мы планируем в видео о спаривании добавлять небольшой такой блиц ответов на те вопросы, которые вас интересуют. Понятно, если вопрос широкий, его целиком осветить на видео не получится, но если, например, вопросы не очень длинные и которые можно, в принципе, быстро ответить, мы, наверное, будем отвечать в этом видео. Поэтому не забывайте подписаться, поставить колокольчик. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Всем удачи, всем пока и берегите себя.